На роль подарка Ленину выбрана «Лада Искра». Теслы с автопилотом убивают. Машин больше, скорости выше, аварийность ниже. У любой техники, как у всякого буддиста, не меньше 12 реинкарнаций. Китай пытается создать собственную автомобильную историю. Stellantis придумал аккумуляторы следующего поколения. Продолжение следует. Здравствуйте! АвтоВАЗ, завод-орденоносец, на днях награжденный орденом за доблестный труд, возрождая ГУЛАГ и прочие советские традиции, решил торжественно отметить один из важнейших праздников СССР – день рождения Ленина. При советской власти трудовые коллективы заводов и фабрик, колхозное крестьянство, даже прослойка, интеллигенция были обязаны дарить к этому дню трудовые свершения. Полагалось перевыполнить план – сдать металлолом, убрать урожай, подоить коров, слетать в космос, открыть станцию метро, запустить новинку на конвейере. Особенно котировались ко дню рождения Ленина новые комбайны, трактора, самолеты, но нагляднее всего выглядели автомобили. Если удавалось поставить в производство новую машину, директор получал перспективу карьерного роста вплоть до министерства. Коллектив начинал записываться в очередь на квартиры и путевки к морю. Первый директор Волжского автомобильного завода Виктор Николаевич Поляков все понимал правильно, успевал вовремя. И в 1970 году запустил сборку первых «Жигулей» модели ВАЗ-2101 ко дню рождения Ленина. Начало производства в СССР всегда условное и не имеет четкой даты и времени. Принято считать, что тестовый режим когда-то завершается, и подвернувшаяся под руку машина провозглашается первой серийной, что позволяло без промаха попадать в нужную дату и дарить партии и народу производственный подарок к любому желательному дню. На ВАЗе потихоньку отлаживали конвейер, гоняли по нему одну предварительную партию автомобилей за другой, а 19 апреля 1970 года взяли 6 машин. Одну покрасили в белый цвет, другую в синий, 4 в красный и провозгласили начало производства «Жигулей». Несмотря на аполитичный флаг Российской империи, полагалось считать, что машины покрасили в цвет флага Республики РСФСР. Наверх доложили о трудовом свершении, запуске нового автомобильного завода и пролетарском подарке ко дню рождения Ленина. На самом деле завод заработал только через 5 месяцев, в августе 70-го. Но при советской власти показуха важнее результата. Награждают не за дело, за своевременный отчет. Директор Поляков до ВАЗа работал в Министерстве автомобильной промышленности. Все про правила и порядки знал, метил в кресло министра, которое закономерно получил в 1975 году, своевременно исполнив все полагающиеся чиновничьи ритуалы. Директор письменного стола Волжского дважды автомобильного завода, в прошлом министр транспорта Максим Соколов, наравне с прочим партхозактивом страны, двигается вспять, трудолюбиво возрождая Советский Союз, день рождения Ленина полагает нормальным и своевременным, и отмечать его готов, как делали предшественники, как завещал удачливый Поляков, началом производства новой модели. На роль подарка Ленину выбрана «Лада Искра», названная так не в силу шашлычных пристрастий населения к посиделкам у искрящегося костра, а с намеком на большевистскую газету «Искра», основанную Лениным в 1900 году, издаваемую на всякий случай в Мюнхене. Слоган газеты, цитата Пушкина: «Из искры возгорится пламя». «Искра» возродится 19 апреля 2025 года, подражая событиям 55-летней давности, имитируя старт производства нового автомобиля. «Ладу Искру» сделали давно. Это Рено Логан третьего поколения, и в других странах модель сходит с конвейера с 2020 года. Но Россия отвлеклась на войну и подождала более убедительных всходов советской власти, наладив конвейер только теперь. Дата ленинского подарка назначена, действующие лица и исполнители выучили текст, распределили места на трибуне. Единственная интрига – в какие цвета покрасят первую партию. Полагается косплеить до конца и красить в 3 привычных – белый, синий, красный, но возможны нововведения.
например, только красный, как более соответствующий историческому моменту. К электромобилям Tesla, помимо будничных претензий, есть серьезные вопросы безопасности. Теслы с автопилотом убивают. По статистике, за период с 2018 года по 2023 Теслы поучаствовали в 956 авариях, в результате чего погибло 43 человека, еще 49 получили ранения. Помимо этой неприглядной статистики, именно благодаря Теслам человечество получило новую проблему – цифровую эпилепсию, ради которой пришлось заново писать программы и переучивать системы ориентации и распознавания, чтобы Теслы не падали в обморок от вида полицейских мигалок. Анализируя причины гибели водителей, эксперты Агентства по безопасности транспортных средств Америки определили, что у людей была возможность предотвратить аварию, но они слишком доверяли автопилоту. То есть негодная техника убила негодных людей, которые остались бы в живых, если вместо электрички ехали за рулем нормальных автомобилей. Но с позиции закона даже эти люди достойны справедливого расследования и четкого определения вины производителя, поэтому к Илону Маску и его компании претензий больше, чем к покупателям. Эксперты Агентства по безопасности транспортных средств Америки отмечают, что даже название «автопилот» вводит в заблуждение, создавая впечатление, что водителю не нужно контролировать ситуацию. Для сравнения, другие компании используют те или иные версии понятий «помощь», «ассист», «ощущение», «сенс» или «команда», «тим», чтобы без иллюзий. Расследование Агентства по безопасности транспортных средств показало, что аварии с отсутствием или поздними попытками уклонения со стороны водителя обнаружены во всех версиях оборудования Tesla и при любых обстоятельствах. Следователи считают, что автопилот слишком расслабляет водителей, которые теряют концентрацию и не могут среагировать вовремя. Автопилот – зло, Tesla – пособник. В Америке расследование заканчивается судебными исками и выплатой компенсаций, то есть и виновнику обходится дорого. Помимо материального ущерба, аварии наносят ущерб репутации. Илон Маск на расследование ответил детской обидой и обвинил Агентство по безопасности транспортных средств в сдерживании прогресса в области технологий беспилотного вождения своими расследованиями и отзывами. Милиционер помешал преступнику, тот обиделся. Помимо расследований в отношении автомобилей Tesla, агентство обязало Илона Маска и других автопроизводителей, использующих технологию беспилотного вождения, оглашать данные о столкновениях транспортных средств, чем вызвало очередные вопли и ругань в свой адрес. И вот час возмездия настал. Илон Маск получил невнятный статус госчиновника, покровительство президента Трампа и принялся мстить, сводя личные счеты под прикрытием должности. Илон Маск набросился на Агентство по безопасности транспортных средств Америки, провел стремительную проверку и повелел немедленно начать сокращение персонала, указывая конкретных врагов, проводивших расследования в отношении его компании Tesla. Увольнения затронули причастных к воспрепятствованию беспилотного прогресса. Департамент эффективности имени Илона Маска считает, что эти сотрудники слишком эффективны, должны за это поплатиться. Агентство на эту атаку ответило: мы сохранили позиции, имеющие решающее значение для миссии спасения жизней, предотвращения травм и сокращения экономических издержек из-за дорожно-транспортных происшествий. Илон Маск – политик инфантильный, злопамятный. Не уничтожив навредившее его личному имиджу и кошельку Государственное агентство Америки по безопасности транспортных средств с первого раза, главный фаворит Трампа не угомонится. Продолжение следует. Техосмотр. Это очень важно. От технического состояния автомобиля зависит безопасность жизни людей. Поэтому в каждой порядочной стране, где заботятся о поголовье, создают системы надзора и контроля, позволяющие поддерживать транспорт в исправном состоянии. И если машина с неполадками, наказывают и водителя, и автомобиль, чтобы неповадно, и верят в справедливость и собственную правоту. И в случае непонимания, несогласия, неповиновения делают серьезные лица, чувствуя себя передовым отрядом борцов за всеобщую безопасность на дорогах.
Но статистика никогда не может показать, сколько на самом деле аварий происходит из-за ненадлежащего технического состояния автомобиля. Страны не располагают доказательствами линейной зависимости технической исправности и водительской смертности. Техосмотр сам по себе, аварии сами по себе. Прежде также сурово бились с превышением скорости и властно требовали верить, что скорость убивает. И в это же самое время Германия продолжала носиться по своим безлимитным автобанам. И если скорость смертельна, то немцы должны были закончиться еще в прошлом веке, когда даже самая скромная малолитражка научилась гонять с ветром наперегонки. Совсем плохо получилось, когда ГАИ России официально заявила, что повышение разрешенного скоростного режима на автомагистралях до 130 км в час приводит к снижению аварийности. Об этом же заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. Повышение скоростного режима на платных трассах приводит к снижению аварийности даже при растущем трафике. Машин больше, скорости выше, аварийность ниже. Из двух обязательных для паники факторов быстрой езды, технического состояния, критики не выдержал ни один. Хмурые лица ответственных начальников остаются единственным доказательством всеобщей опасности высоких скоростей и непройденного техосмотра. В России в первый раз техосмотр отменил нагреватель президентского кресла Дмитрий Медведев в 2011 году. Если от технического состояния автомобилей зависит покой и сон советских граждан, их здоровье и благополучие, то диверсия Медведева должна была подорвать стабильность общества и переполнить больницы. Второй раз в России техосмотр отменил Путин в 2022. В промежутке между этими датами техосмотра не было. Талонами и диагностическими картами торговали страховые компании, отобравшие бизнес у ГАИ. И все десятилетие техническое состояние никто не проверял. То есть автомобили в России без техосмотра уже давно. А если по правде, то всегда. Талон техосмотра в Советском Союзе, в нынешней России лишь очередная платная справка, разрешающая пользоваться личным автомобилем, и относится она к категории косвенных налогов. На сегодня техосмотр все еще вяло существует и для частников считается добровольным, будто есть те, кого не имется съездить на поклон, заплатить и получить бумажку. И во все времена оставались страны и континенты, не имевшие о техосмотре ни представления, ни желания, ни требований. Автомобили у них такие же, как везде. Дороги тоже случались, расстояния даже больше и страшнее европейских. Жизни людей такие же копеечные, но без лицемерия бледнолицых. И все годы люди куда-то едут, что-то везут, вообще не обращая внимания на техническое состояние автомобилей. Машина либо заводится, либо умерла. И ее тянут на кладбище, где чинят, реанимируют, вдыхают следующую жизнь, зная, что у любой техники, как у всякого буддиста, не меньше 12 реинкарнаций. Страны и континенты ездят на обломках, огрызках, осколках автопрома. Дикого вида и страшного состояния автомобили приличных фирм, демонстрируя выживание, теряя последние запчасти и детали, двигаются по маршрутам в насмешку над трепетными немцами, негодующими французами, озадаченными англичанами, встревоженными итальянцами и прочими лицемерами, делающими озабоченный вид и упрямо доказывающими, что с трещиной на стекле, лысой резиной, без стоп-сигнала ездить смертельно опасно, жизнь под угрозой. Пока деталь не заменят, двигаться недопустимо и безответственно. На самом деле, на честном слове и на одном крыле можно не только летать, но и ездить. Всю жизнь, без техосмотра. Китай пытается создать собственную автомобильную историю. Особенность китайского автопрома в отсутствии достойных предков, нулевой репутации и одноразовом подходе. Начиная при помощи Советского Союза, Китай создавал одноразовые машины, понимая одноразовость вполне по-социалистически. Одна машина раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Но такой подход обнадеживал долгим сроком службы. Сделанная навечно, машина должна была служить десятилетиями. Примитивная, простая, ремонтопригодная, потому долгоиграющая.
И, кстати, на права в тот период в Китае учили 5 лет, выращивая не столько шофера, сколько механика-водителя, как в танковых частях. Современная одноразовость по сроку эксплуатации короче. Одноразовая машина, как ботинки на один сезон. Поносил и выбросил, поездил, утилизировал. Такой подход позволяет усложнять конструкцию. Можно поставить любые электронные чудеса, заранее зная, что им ресурс не полагается, через пару лет они вместе с остальным железом пойдут под пресс. Поэтому современные одноразовые китайские машины столь затейливые. Но суть прежняя, как и в самом начале пути. Автомобиль создается под конкретную ситуацию, работает, выбрасывается и ни в коем случае не подразумевает бережного отношения, любви клиента, желания сохранить для потомков. Передавать ботинки по наследству в современном Китае нет необходимости. Также нет необходимости завещать потомкам автомобиль, который власть запретит из-за новых экологических приоритетов, экономической конъюнктуры, социальной политики. Также Китаю не нужна репутация. Китайская культура и менталитет не содержат понятия вины. Китайцы не бывают виноватыми никогда и ни за что. Вместо этого у них автокефальное понятие стыда, тоже не совпадающее с нашим. Для китайца, если тебя обманули, то именно тебе и должно быть за это стыдно. Поэтому у Китая нет ни стыда, ни совести, ни вины, ни репутации. И автомобили у них без репутации, именно потому что китайцы не понимают, что это такое, и отвергают не только репутацию, но и все атрибуты неизбежного сопровождения, принятого в нашем более приличном мире: гарантийные обязательства, техническую поддержку, соблюдение законов. У одноразовой машины одноразовая судьба, одноразовый клиент, одноразовый жизненный цикл. И после продажи все они теряют для китайцев смысл и значение. О проданном товаре можно забыть. Не случайно у компании Chery на 2 платформах 35 одноразовых брендов. Они все нужны на один раз – продать и забыть. Но перед бледнолицами иногда приходится блюсти лицо даже китайцам. Копируя импортную жизнь, китайцы завели себе телевидение с американскими конкурсами, космос с обитаемыми спутниками, экологические стандарты, собственный рейтинг безопасности, аналогичный Евронкап. И вот теперь они захотели завести себе автомобильную историю. Будто бы и у них есть долгие имена, культовые модели. Но все, что у них оставалось, китайцы порезали на металлолом. И в собственных музеях показывают реплики, восстановленные по памяти и по фотографиям. И всякий раз это либо 21-я «Волга», либо ЗИС-150. А для истории необходим свой Rolls-Royce, Bentley, ну или хотя бы джип. И китайцы придумали, что у них есть культовый внедорожник, и ему полагается следующее поколение, реинкарнация, поклонение. Решили, что на эту роль подойдет армейский УАЗ по имени Пекин, Бейджинг 212 образца 1965 года. Это была машина, переделанная китайцами из русского старого козла, газона 69-го, с его же мотором, коробкой с 3 передачами, раздаткой, мостами. Машина слабая, убогая, ну и очень к месту. Она долго символизировала китайскую армию, китайскую промышленность и отпугивала потенциальных врагов. Десятилетия конвейерной жизни китайцы эту штуковину допиливали, доделывали, страдали. Затем списали в сельское хозяйство, оставив армию в покое, и вот решили возродить. И создали новый автомобиль – Бейджинг джип по мотивам прежнего, старательно соблюдая узнаваемость. Тем самым создав прецедент. Прежде у китайцев ни одна машина не затевалась по 2-му разу. Она либо тлела в производстве, либо снашивалась и забывалась. А это не забылось. Была возвращена к жизни, отлегендирована и предъявлена Китаю как образец наследия культуры и автомобильной истории. Научиться ценить европейский подход к сохранению имен китайцы не старались. Это очередная подделка. В данном случае подделка собственной истории. И Китай ее не принял. Для них что первая версия выглядела одноразовым ботинком, что нынешняя. А для нас показательный пример китайской способности подделывать даже для самих себя, где можно было бы не лицемерить, но природа не позволяет.
И если вдруг кому-то станет стыдно, то уж точно не китайцам. Для ценителей истории китайского автопрома Beijing Jeep 212 T01 продается в Санкт-Петербурге. Турбированный мотор 2 литра мощностью 252 лошадиные силы, 8-ступенчатый автомат, оба моста на пружинах, парт-тайм, блокировка обоих межколесных дифференциалов и демультипликатор. Цена – 5,5 миллионов рублей. Выхлопная система для электромобиля. Звучит пугающе. Ведь электромобиль только тем и хорош, что дымит не он, а электростанция на дровах, добывающая для него ток. Поэтому дымит не машина, дымит за забором. А теперь зачем-то понадобилась выхлопная система? Хотя такое уже было. На первых московских электробусах, экологически безупречных и рекламно-назидательных. Отопление салона на солярке. И пока пассажиров везли экскурсионным маршрутом сквозь прогресс, печка по Евро-0 коптила окрестности, выбрасывая смог не хуже, чем КАМАЗ. Поэтому показательные электробусы Москвы имели выхлопную систему, хотя изо всех сил делали вид, что это не они. Нынешний заход на внезапную тему выхлопной системы для электромобиля сделал Stellantis, подав в Америке патентную заявку. В пояснительном документе указано: если батареи выходят из строя из-за перегрева, после серьезной аварии или значительного повреждения они могут выделять легко воспламеняющиеся газы. Следовательно, эти газы могут содержать водород, метан, этан, этилен, ацетилен, пропан, бутан и в состоянии воспламениться при высоких температурах. Поэтому электромобиль в случае ДТП загорится таким же синим пламенем, как и любой бензиновый автомобиль. Получается не менее феерично, чем в голливудском боевике, где непременно взрывается вода в бачке омывателя, и мало какая машина долетает до середины Днепра без красивого огненного шлейфа. Голливуд предотвращать пожары не умеет. У них все машины горят. Stellantis полагает необходимым пожар предотвратить. Но тут возникает альтернативное направление мысли. Если горит, то нужнее огнетушитель или система пожаротушения? Но это слишком архаичная идея, слишком прямолинейная, без игры воображения. К тому же огнетушитель в электромобиле никак не позиционирует новаторскую миссию Stellantis и лишь слегка озадачивает самых внимательных водителей. А заявка на выхлопную систему для электромобиля непременно привлечет внимание, потребует объяснений, которые создадут прекрасный образ компании, додумавшейся до оригинального подхода и нестандартного решения. Идея Stellantis в том, что лучше не бороться с возгоранием, а предотвратить его. Поэтому есть предложение удалить опасные газы из аккумуляторной батареи и целенаправленно отвести наружу, подальше от возможного возгорания. В патентной заявке указано, что система газоотвода будет не в одном месте, как это принято в нормальных двигателях, где выхлопная труба стоит после выпускного коллектора. В электромобиле вся батарея впредь подразумевает проектирование зон газоотведения. То есть весь батарейный модуль будет в выхлопных магистралях. На этом оригинальность не заканчивается. Заново создавая выхлопную систему и заматывая машину в километры патрубков, Stellantis предлагает пойти дальше и преобразовывать взрывоопасные газы в безопасные, по-новому переосмыслив идею катализатора, который занимается тем же самым, но не в пожарных целях, а в экологических. В патентном сопровождении Stellantis объясняет, что нынешние электромобили безопасны, в огне не горят, в воде не тонут, взрываться не умеют. Аккумуляторы контролируются щепетильной электроникой на уровне модуля, и ячейки герметично имеют жидкостную систему охлаждения, в случае аварии ничего не случится. Из этого следует, что Stellantis выкинул несколько миллионов долларов на ветер, разрабатывая ненужную систему без сферы применения, что вполне обычно для Италии, для Франции, но не бывает в Америке. Поэтому есть подозрение, что Stellantis придумал аккумуляторы следующего поколения. И вот они умеют при неприятном стечении обстоятельств вырабатывать отравляющие вещества, гореть и взрываться, олицетворяя прогресс, суть которого, чтобы сначала создать проблему, а затем попытаться ее решить. Решение – выхлопная труба у электромобиля. Из нынешнего дня патефон выглядит странно, звучит плохо, работает недолго.
но для своего времени считался настолько современным изобретением, что казалось, в технологиях звукозаписи изобретать больше нечего. Телеграф выглядел вершиной коммуникационных технологий и тоже не ставился современниками под сомнение. Счетная машинка «Феликс» гениальной остается до сих пор, по другой причине, потому что сегодня никто не знает, как она устроена и почему работает. В свое время она была техническим достижением, после которого не имело смысла изобретать калькулятор. Яростный американец Ричард Бёрд мечтал о флоте и приключениях. И в 1912 году окончил военно-морскую академию США и стал военным моряком. А через 3 года его комиссовали по здоровью, уволив из ВМФ. Ричард Бёрд не понимал, как можно жить без погон, как можно не быть военным, как можно оказаться гражданским. Поскольку Ричард характер имел неукротимый, он предпринял блистательный заход номер 2 и решил вернуться в армию, сменив род войск. Если военно-морская медкомиссия решила, что он слаб здоровьем для флота, надо попробовать себя в совершенно новом виде, там, где здоровье вторично. Но ведь в армии так не бывает. Там, кроме здоровья, вообще ничего не требуется. Начало 20 века – период воздухоплавания и создания авиации. А в небе здоровье тогда было вторично. В первую очередь требовалась отвага. В 1917 году Ричард Бёрд стал военным летчиком. И не только вернулся в армию, но и во флот, получив редкую специальность пилота военно-морской авиации. И судьба начала предлагать ему один козырь за другим и направила в экспедицию в Гренландию. И Ричард Бёрд настолько загорелся полярными исследованиями и полетами над вечными снегами, что в 1926 году пролетел над Северным полюсом, после чего переключился на Южный полюс и организовал 4 экспедиции в Антарктиду, штурмуя 6-й континент с 1928 года по 1947. Каждая экспедиция Бёрда опиралась на технические достижения человечества. Бёрд не собирался лишь ходить по Антарктиде на лыжах. Он летал и ездил по материку, всякий раз затевая что-нибудь новенькое. Для своей 3-й полярной экспедиции 1939 года он заказал автомобиль. Для сугробов и ледников автомобиль подходит меньше всего, особенно колесный. Но морской летчик в технику верил и вместе с другом и конструктором Томасом Пултером принялся изобретать. В мировом автомобилестроении много удачных примеров, когда авиационные инженеры создавали прорывные автомобильные конструкции. Авиационные инженеры не связаны транспортными предрассудками, умеют предложить свежие подходы. Арктический автомобиль по имени Snow Cruiser строили при содействии Иллинойского технологического института, получив интереснейшие изделия, совершенно неподходящие для выездов по Антарктиде. Ричард Бёрдс полагал необходимым сделать машину самого большого размера, который только получится, с плоским днищем, чтобы автомобиль Гулливера спокойно преодолевал разломы и трещины во льдах, переползая на брюхе на другую сторону. Помимо возможности переезжать на тот берег, огромный размер автомобиля позволял возить с собой весь запас жизнеобеспечения, используя машину не только как транспорт, а как самоходную полярную экспедицию. В длину Snow Cruiser получился 17 метров, в ширину 6 метров. Масса, как у танка, 34 тонны. По конструкции Snow Cruiser опередил время и более уместен и понятен в наши дни, чем в 1939 году. Это последовательный гибрид. У него 4 мотор-колеса и 2 дизельных двигателя по 150 лошадиных сил в роли генераторов. Помимо этой уникальной особенности, у машины был изменяемый дорожный просвет с ходом подвески в 1,5 метра. Колеса диаметром 3 метра. Дальность хода по топливу 3700 километров. Максимальная скорость 48 км в час. На борту корабля снежный крейсер доставили в Антарктиду, чуть не уронив в момент разгрузки. Сам Томас Пултер принял участие в экспедиции и лично убедился, что его изобретение никуда не годится. Во-первых, подвели шины без протектора. Во-вторых, чудовищная масса. Огромный Snow Cruiser сразу лег на днище и принялся беспомощно шлифовать колесами Антарктиду. На этом экспедиция закончилась, превратив прогрессивное изобретение в памятник самонадеянности. Но Ричард Бёрдс никогда не сдавался.
Поэтому машине, увеличивая пятно контакта, привинтили на переднюю ось запасные колеса, на задние надели цепи. Автомобиль ожил и поехал. Вперед плохо, назад получше. Экспедиция началась, и снежный крейсер задом наперед все же одолел 148 километров. Но в планах Бёрдса было объехать континент вдоль и поперек, пару раз покорив Южный полюс. В итоге, немного пожив в комфортабельном доме на колесах, экспедицию свернули, машину бросили. Через 10 лет снежный крейсер нашла другая экспедиция, удивившись бамбуковой палке, торчащей из сугроба. Ее специально на такой случай предусмотрел мудрый Ричард Бёрдс. Потом машину, ориентируясь на тот же бамбук, откопали еще раз в 1958 году. И здесь она впервые внесла долгожданный вклад в науку и освоение Антарктиды. Экспедиция замерила глубину снежного покрова от нижней точки машины до поверхности и смогла вычислить количество осадков за 18 лет. Больше снежного крейсера никто не видел. Бамбук на крыше занесло окончательно, и при желании автомобиль можно откопать, еще разок, но уже применив современные методы обнаружения. Итог существования сноукрузера. Он стал очередным памятником человеческой самонадеянности и неосмотрительной веры в технику. Но в момент появления, в 1939 году, выглядел очередной безукоризненной вехой прогресса наравне с патефоном, телеграфом и был не хуже счетной машинки «Феликс». Но пользу не принес вовсе. После неудачи с сноукрузером неукротимый Ричард Бёрд продолжил экспедиции, исключив из списка оборудования автомобиля, оставив лыжи и самолет. Он вдоволь налетался над Южным полюсом, исследовав весь континент. Дал имена своим географическим открытиям, сделав, несмотря на якобы плохое здоровье, отличную военную карьеру. В отставку он вышел в чине контр-адмирала ВМФ. Добрый день! Приветствуем вас из автомобильного музея Вильнюс. Сегодня, знаете, мы стоим около автомобиля Mercedes. Наверное, всем эта звезда знакомая. И будем рассказывать не о этих автомобилях, только что стоит у нас в музее, а рассказ будет о народном творчестве, которое происходило в Советском Союзе. Мы в реставрационные мастерские всегда получаем автомобили из разных миров. И приходят автомобили из разных стран, и чаще всего, знаете, бывает разница между этими автомобилями, которые побывавшие в Советском Союзе, и автомобили, бывшие в других странах, как в Америке, в Европе, или в каких Новой Зеландии, или в Австралии. И эта разница происходит в том, что разные истории этих автомобилей. Чаще всего в этих краях, где автомобиль был как бы транспортное средство, но всегда люди имели возможность купить новый, сберегали денег, набирали денег и покупали новый. Тогда этот старый автомобиль ставили в сарай, и он ждал своего времени, второй жизни, когда кто-то задумает его реставрировать и как уже будет смотреть как на антикварный автомобиль. Автомобили, которые мы встречали и которые приезжают к нам в музей на реставрацию, бывшего разных стран Советского Союза, это уже творчество. Это творчество людей, знаете, наверное, в других странах. Я только видел таких, только в Советском Союзе, где было творчество в том, что человек старался, что его автомобиль ехал и творчески подходил к любым переделкам, чтобы только создать, что автомобиль ехал. Это замен мотора, это замен кузовов, это замен всех электрических, как поворотников, фар. И такое мне еще раз приходило видеть это в Кубе, где, знаете, это как раз кубистские автомобили 55-х годов, 1955-х уже едут с китайскими дизельными моторами, но наружу как бы выглядит еще этих времен, как 1955-х, но тоже разных вещей уже много заменено. Так, сегодня рассказываем о двух Мерседесах.
Один Мерседес всю жизнь был в Скандинавии. Он, ясно, первый его владелец это в Ганновере был продажа, а потом уже попал в скандинавские страны, и там был, он просто эксплуатировался, и в течение там, когда менялись хозяина, его произошла реставрация, и знаете, он никогда не имел замененный на другой мотор, как номер шасси, номер мотора всегда все номера совпадали с автомобилем, заказным листом, выданным в Mercedes концерне. И другой автомобиль, о котором расскажем, это автомобиль, который был в Советском Союзе. Тоже мы имеем заказной лист Mercedes компании, где там написаны все номера, заказные, еще таблички все тоже, он самой машины, совпадает с заказным листом. Но если начинаем смотреть на детали этого автомобиля, так знаете, уже увидим, что поднимаем капот, как бы оригинальный капот, защетки уже застегнуть, где капот уже стоит современные, от новее машины. И поднимаем капот, мы можем увидеть газовский мотор. Ну, ясно, владелец всегда знал, что он разъезжает с Мерседесом, и на фильтре написано Mercedes-Benz. Но да, если идем дальше, уже оптику тоже видим советскую, и все поворотники, все, как видите, бампера уже заменены. И человек эксплуатировал это в холодных краях, этот автомобиль. Там мы перед тем, как попала эта машина к нам, уже был газоновское окно вставленное. Теперь уже мы нечаянно такое оригинальное окно нашли в Каунасе, уже поставили и оригинальное переднее стекло. Была заварена крыша, была сделана жесткая крыша, потому что в наших краях как бы не очень надо было кабриолетов в холодные зимы, и человек все делал для своих удобств. И как видите, уже передние фары тоже заменены на жигулевские фары, эти сиденья, не фары, извиняюсь, сиденья уже заменены на теперешние сиденья. Эти уже откидные там они сняты, но еще сидящее место еще видите. И знаете, наверное, хозяин, когда делал у себя в кухне ремонт, ему осталось линолеум от пола, и это очень он свой автомобиль выложил таким материалом, таким же самым, как в своей кухне. И знаете, что еще около этой машины самое интересное, когда приходят к нам рестораторы или коллекционеры из Германии, и которые с уважением смотрят на Mercedes, им очень удивительно бывает увидеть на машине, которых несколько десятков только сделаны таким кузовом Cabrio A, увидеть фаркоп сзади, жигулевским освещением номера. И они всегда спрашивают, что это такое. Мы говорим очень просто. Человек это использовал каждый день, этот автомобиль. Потому, наверное, имел сад, и этот навоз возить в сад ему надо было с таким двухместным спортивным Мерседесом. И тогда по сравнению, если увидеть этот, знаете, как бы наружу кажется одинаково один и другой, эти формы еще сохраняют, но приходя и пощупая передние крылья и задние, вы увидели тоже, что бывший хозяин автомобиля, который был в Советском Союзе, он увидел, что его передние крылья и задние уже сгнили от времени. Все-таки автомобиль 1939 года, этот белый, и по заказному листу, уже перед самой войной выпущенный. И он вылепил это все из смолы, из пластика, сделал такой эпоксидный пластик, эпоксидной смолы, сделал такие как бы крылья, они очень тяжелые, но, как видите, все равно очень старался, не имея оригинальных деталей, сохранить эту форму и это облик этого автомобиля. Но смотря на другой автомобиль, которого жизнь он 1938 года, его жизнь совсем по-другому.
Он как раз шел в Скандинавии, не попал в военные какие-то нужды, никто его не брал, и он сохранился в частных руках. И он тогда сегодня перед нами предстает в очень оригинальном всем комплектации, с оригинальными своими крыльями, с оригинальным своим мотором, коробкой и мостами, которые никто не разбирал, не переделывал. И вот теперь мы можем увидеть эти два автомобиля, которые вам сегодня показываем, как и каждого, как и человека бывает, мы не выбираем, бывает время, в какой стране родились, ничего. Так и этих автомобилей, которые как бы произведены в Германии, но попали в другие края, и как каждого автомобиль, как бы мы говорили, наверное, как человека, личная жизнь по-другому прошла. И это все вы сможете увидеть незадолго в Вильнюсском автомобильном музее, увидеть эти два экземпляра, стоящие один около другого, рассказывающие о разных жизнях автомобилей. Вопросы-ответы. Life is life. Так ведь в мозгах россиян должен быть всегда и везде какой-то министр, главнюк, и желательно в соответствующей генеральской форме с госнаградами. Ведь даже артистам госнаграды полагаются. Представляете Леди Гагу в звании народной артистки Америки и кавалерки орденов первой и второй степени? Сергей Алексеенко. Интересно, сколько орденов, медалей, званий у завода Ford? Ну, может, у Toyota? На крайний случай, хоть у Volkswagen за трудовую доблесть? Михелини. Я и мои знакомые никогда больше не сядем за машину с ДВС. Сами лейте свое поддельное масло и платите за дорожающий разбавленный бензин. Электричество не бывает плохого качества, в отличие от бензина. Бензин только на заправке. Электричество у каждого в розетке. Вы даже не представляете, какие это возможности. Вова Потехин. Нет понятия «настоящий автомобиль». Лишь транспортное средство, меняющееся по мере накопления людьми тех или иных знаний. В основе современного технического прогресса за последние 150 лет лежит электричество. По ходу открытия новых видов энергии появляются другие транспортные средства. А автомобиль уже давно архаичен и малоэффективен, будь то ДВС или батарейки на колесах. Сергей узок в своих попытках. Есть понятие «настоящий автомобиль». Он получился у людей лет 40 тому назад и заканчивается у нас на глазах. Настоящий автомобиль состоит из базовых параметров, необходимых и достаточных. V8, полный привод, управляемость, независимая подвеска, эргономика, каркас безопасности с энергопоглощающими зонами, Евро-3. Для человечества этого сочетания достаточно. Можно меньше, например, V6, но не нужно больше. Затем политики попробовали добавить себе полномочий, веса, значимости, и вместо настоящего автомобиля получились газонокосилки. Вова Потехин неосмотрительно широк в собственных узких местах. На сегодня все. До свидания.